Всем привет! Это канал AniGame21. Подписывайтесь, ставьте лайк, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео, и оставьте комментарии. В прошлой главе Кайда падает в магму глубоко под островом страны Вано. Там же находится большая мамочка. Небольшой флешбэк Тока и Ясуи. Там Ясуи съел такой же смайл, как и Тока, потому что он не хотел, чтобы Тока смеялась в одиночестве. Потом Никомамуши объявляет о победе Луфи по всей Онигашиме. Мамоноски говорит Занише, что откроет границы Вано, но не сейчас. Потом Мамоноски приземляется в цветочной столице и снова принимает человеческий облик. Его не видно из-за облака дыма. Из дыма появляются Хиёри и красные ножны. Денджиро говорит: «Я привел сюда нового сёгуна Вано». И поэтому мы переходим к следующей главе. 1051 глава называется «Сёгун страны Вано Козуки Мамоноски». На обложке показано, как Джерма-66 круто сбегает. На первой странице народ говорит о драконах и сумасшествии, которые происходят один за другим. Люди не понимают, что происходит, откуда Камурасаки и босс Кёсера. Кинемон завидует этим двоим за то, что они стали известнее. Люди сильно удивлены. Появился огненный лис Кинемон. Он стоит перед ними. Все мертвецы появились. Народ думает, что это сон, но они действительно стоят перед ними. И они хотят обратиться ко всем жителям страны Вано. Ниндзя стоит с той самой Куноичи. Кошка с девушкой или это мужик? Я не знаю. Ну, короче, она смотрит. Люди увидели красных ножен, которые типа погибли 20 лет назад. Пророчество Токи сама сбылось. Во всех уголках Вано начался трансляция видео Денден Муши со столицы. Ринга, Хакуман, Киби, Кури. Люди идут смотреть новости по трансляции. Удон, Стародев буянит. Эбису. Они показывают новости со столицы. Ямато встретилась с командой Мугивары. И они газуют на нее, потому что она дочь Кайда. Ямато говорит, что она присоединяется к Мугиварам. А они не против, чтобы она присоединился к команде. Чоппер лечит своего капитана. Ямато! Люди Кайда не хотят стать слугами. Ямато разговаривает, а Усоп спрашивает, что же будет с звери-людьми. Девочка говорит, что его эффект длится около месяца. Она говорит, что животные выбирают, куда пойти после того, как действие дзюцу закончится. Одна из обращенных хочет остаться служить девочке. Но она говорит, что она будет служить не как служанка, а как ее мать. На видеотрансляции все ножные Камурасаки стали на колени. Кто-то появился. И он говорит, что прошло уже 20 лет со дня смерти его отца. Люди в замешательстве. Этот человек говорит, что у них отлично получилось пережить затяжную зиму. Он говорит, что со следующего дня могут делать то, чего хотят они сами. Могут пить сколько угодно. Они больше не будут платить за питьевую воду. Фабрики будут снесены. Рабства больше не будет. Мамоноски, говорит девочка. Флэшбэк рабства. Флэшбэк Отамы. Человек говорит, что ее мать и отец умерли. Она сидит перед могилой родителей. Отама продает шляпы собственного изделия. Шляпы ручной работы. Никто не покупал эти шляпы когда-то. Но кто-то хочет купить. Это Тенгу, который кузнец. Он подбадривал Отаму. Кузнец говорит, что скоро вернутся воины клана Козуки и спасут всех. Настроение Отамы поднялось в флешбеке. Отама плачет на груди Нами.
и начинает вспоминать, как Луфи говорил, что он сделает это место, где она сможет есть досыта. Речь Мамоноски транслируется, где он говорит, что дни тирании Орочи и страха перед Кайдо закончились. Также говорит, что с помощью сильных и надежных людей, которых мы встретили в море, наш ниндзя-пират и Минка Самурайский альянс совершил набег на Онигашиму. Мамоноски поднимает меч и, крича, говорит, что Кайдо, Орочи и пираты царя зверей монстры, из-за которых вы жили в страхе, были побеждены. Люди в шоке. Народ ликует. Кит возмущается насчет альянса. Все очень рады. Показали Трафальгара Ло и его подчиненного Бипо. И морковка, они не забудут героев, благодаря которым это осуществилось. Отока стоит, радуется. Мамоноски спрашивает Кинемона, что сказать дальше. А Кинемон говорит, просто говори, чего они хотят услышать. И снова Момо вспоминает слова Луфи. Немного затих и задумался. Но он говорит то, чего хотят услышать люди. Просит у людей, одолжит их силу. Он преодолел 20 лет, чтобы спасти эту страну. И с этого момента он будет править страной Вано, говорит Козуки Мамоноски. Кошак плачет. Все герои, которые не проходившие через время, плачут. Он сдержит обещание матушки, говорит Мамоноски отец. Он продолжит идти по пути, который начал его отец Одан Сама. Люди плачут. Все рады. Мамоноски также извиняется за то, что заставил их ждать. Автор говорит, лепестки сакуры танцуют в небе, устремляясь в будущее, в котором воины наконец-то могут сложить свои клинки. 8-летний муж наблюдает, как они парят в ночном небе над знаменитой землей самураев. Ему пока недостает физической силы, но он компенсирует это преданностью долгу и безграничным состраданием. Придет день, и этот муж станет известен во всем мире, как один из величайших правителей страны Вано. Мы стали свидетелями рождения великого сёгуна Козуки Мамоноски. Наш юный герой стоит с высоко поднятой головой. На этом все, глава заканчивается. Ямато присоединяется к команде Мугивар. А Мамоноски стал сёгуном Вано и выступил на публику очень хорошей речью, а продолжение будет в следующей главе. Подписывайтесь, ставьте лайк, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, и оставьте комментарии. Всем пока!